Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такую красивую уточку в шляпе. В предыдущем видео мы с вами связали вот такую уточку, которую можно украсить бантиком. А в этом хочу показать, как можно связать уточку вот в такой шляпе. Они отличаются тем, что у этой уточки со шляпой на один ряд больше связано в голове, и также вывязывается вот такая красивая шляпа. Уточки, как вы видите, могут самостоятельно стоять. У них очень красивая форма, вот такая. Игрушки небольшие, по сантиметрам 8 сантиметров уточка. Расход пряжи тоже небольшой. Ссылку на мастер-класс уточки с бантиком я оставлю под видео и на видео. А сегодня мы вот с вами свяжем вот такую красивую уточку в шляпе. Для нее я использовала плюшевую пряжу. В 100 граммах 120 метров. И крючок взяла 4 миллиметра. Начинаем вязать желтой пряжей. Вяжем снизу вверх. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд. 1 столбик. В следующий прибавка. Так вяжем до конца ряда. 1 столбик, прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце третьего ряда 18 столбиков. Четвертый ряд. 2 столбика. 1, 2, прибавка. Повторяем так 6 раз. В конце четвертого ряда 24 столбика. Пятый ряд. 24 столбика. Вязаем до конца ряда. Шестой ряд. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 1 столбик и вывязываем крыло. 3 воздушных петли. Сделали накид. В первую воздушную петлю провязываем столбик с накидом. 2 воздушных петли и соединительная петля в сам столбик, из которого все вывязывали. Вот получилось такое крылышко. Теперь 12 столбиков по туловищу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Еще один столбик. Из этого столбика вывязываем крылышко. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Один столбик с накидом провязываем, вот крючок вставляем в первую воздушную петлю. 2 воздушных петли и соединительный столбик в тот столбик, из которого вывязывали крыло. До конца ряда осталось 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вот получились такие крылья. Теперь 7 ряд, 24 столбика. 1, 2, 3, 4, 5. Там, где было крылышко, 6. Крыло опускаем. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Крылышко опускаем. 20, 21, 22, 23, 24. 8 ряд, 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее 3 убавки. Первая убавка, вторая и третья. И довязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В конце 8 ряда 21 столбик. 9 ряд, 21 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. И теперь нужно сложить вот так пополам. Ниточку вот так вот берем и провязываем за 2 половинки столбик без накида. Теперь 5 соединительных столбиков за обе стороны. 1, 2, 3, 4, 5. И наполнили наполнителем, так как дырочка уже маленькая. И наполняем так, чтобы вот
дно как бы не было круглым, а было более таким вот плоским, чтобы можно было уточку вот так поставить. И довязываем еще один столбик без накида за 2 стороны. Вот так. Теперь будем вывязывать здесь голову. Сейчас я вам покажу. Здесь получается вот 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8 считаем вот этот вот столбик, который только что провязали. Это 10-й ряд. Здесь вяжем 8 прибавок. 1, 2. Одели маркер. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот за вот этот столбик, который мы провязывали, тоже вяжем 15 и 16. Получилось 16 столбиков. 11 ряд, 7 столбиков и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка. И еще 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. В конце 11 ряда 18 столбиков. 12 ряд, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня получилось 6 столбиков. У вас, возможно, получится плюс-минус еще один столбик. И вот в этих 2 столбиках будем вывязывать клювик. Потому здесь провязываем за заднюю стенку 2 столбика. 1, 2. Я одену маркер для того, чтобы визуально вам потом показать, не потерять вот эти петельки передние. И довязываем до конца ряда 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Без изменения 18 столбиков. Теперь берем оранжевую пряжу. Присоединяем за переднюю стенку, которая осталась. И провязываем 1 столбик без накида. И за вторую петельку 2 столбик без накида. Расправляем клювик.
ниточку здесь отрезаем. И теперь вот эти ниточки выводим на изнаночную сторону. Получился такой клювик. Для того, чтобы эти ниточки никуда не делись, сзади завязываем вот на 2 узелка. Вот так. Теперь 13 ряд. Тоже вяжем 18 столбиков. Довязываем их до конца ряда. И последний столбик в 13 ряду не довязываем, а провязываем его уже дополнительным цветом шапки. И теперь вяжем 18 столбиков, только вяжем за заднюю стенку. И довязываем так до конца ряда. Эти 2 хвостика связываем на 2 узелка. Теперь вяжем 15 ряд. 1 столбик, убавка. Так повторяем 6 раз. 1 столбик, убавка. И в конце ряда получится 12 столбиков. Наполнили наполнителем и вяжем последний 16 ряд. Здесь будет 6 убавлений подряд. Теперь вот спрячем дырочку. Я беру обычную пряжу, нитку швейную, так как у меня сверху ниточка оторвалась. И вот за передние стенки каждого столбика так захватываем, доходим до того места, с которого начинали. И затягиваем. Затянули. Теперь сделаем здесь узелочек. Я сделаю, так как у меня такая ниточка, а вы просто прячете вовнутрь изделия нитку. Вот получилась такая уточка. Теперь разворачиваем таким образом к себе уточку. И тут, где у нас остались вот передние стенки, за них присоединяем пряжу. В этот же столбик, за эту петельку провязываем столбик без накида. Переходим на следующую петельку. Из следующей петельки вывязывая из одного 2 столбика. Из следующего 1 столбик без накида. Теперь 2 столбика прибавка, 1 столбик, снова 2 столбика, 1 столбик. И так довязываем до конца ряда. Вот получается такая обвязочка. Вот эти 2 хвостика прячем вовнутрь изделия. Теперь сделаем утяжку. Я беру пряжу джинс Ярнард. Прокалываем. Утяжка для глазиков. Прокололи вот так немножко выше, напротив вот клювика.
по бокам через один столбик. И здесь тоже выводим через один столбик. Теперь завязываем на узелок и затягиваем. Так, формируем красивую утяжку для глазиков. Вот, смотрите, в этих местах шапочку все поправляем и завязываем на второй узелок. И прячем эти ниточки вовнутрь изделия. Я приклеила глазки там, где сделали утяжку. Они у меня 10 миллиметров. И вот получилась такая уточка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!